Китай разминает свои руки, а у Японии выпадают спутники из ракет. Америка вспоминает павших астронавтов и откладывает лунную миссию. Blue Origin отменила космический туризм, а SpaceX хочет миллион спутников. И напоследок лунный туалет. Это космический обзор минувшей недели в программе Space Week. Поехали! Привет, это Катя. Я расскажу вам о запусках космических ракет. Завершилась пятая космическая неделя 2026 года. Всего за это время состоялось 5 запусков, из которых 4 были американскими, а 1 китайским, и все они были успешными. Европейское космическое агентство ничего не запустило, но анонсировало первый запуск ракеты Ariane 64. Это модификация с 4 твердотопливными ускорителями. Дата запуска – 12 февраля. Прошлой весной мы видели красивые мультики с этой ракетой. И, наконец, она полетит. SpaceX запустила 3 ракеты Falcon 9. На орбите оказались 54 спутника Starlink и навигационный спутник GPS-3. В Новой Зеландии компания Rocket Lab вывела на орбиту корейский спутник наблюдения NEOSat на ракете Electron, а Китай запустил алжирский спутник на ракете Chang'e 2C. Как видите, все запуски на этой неделе были на частных ракетах. Переходим к новостям. Новости из Китая. Компания Landspace объявила амбициозные планы развития своей ракетной программы. Амбиции не на пустом месте. В декабре была успешно запущена новая многоразовая ракета Chuzhou-3. Корпус ракеты выполнен из стали, а двигатели работают на модном метане. Высота ракеты 70 метров, грузоподъемность планируется более 20 тонн, то есть эдакий клон Falcon 9 на метане. Посадить ракету компании пока не получилось. Но процедура была доведена почти до финала, поэтому китайская частная многоразовая ракета теперь просто вопрос времени. Сейчас в планах компании развитие своего интеллектуального производственного комплекса в провинции Чжэцзянь. Компания хвастается невиданной оптимизацией производства, а также планами превращения комплекса в ключевой центр частной космической индустрии Китая. Также компания планирует развивать свою ракету, оптимизируя конструкцию и наращивая мощность двигателей с помощью итеративного подхода. Правда, для этого было бы желательно запускать ракеты почаще. Следующие испытания будут в течение полугода. Ради достижения таких масштабных целей Landspace подала заявку на первичное размещение акций, рассчитывая привлечь $1 миллиард инвестиций. Из ракеты выпал спутник. В Японии продолжается расследование неудачного запуска ракеты H3 с навигационным спутником. H3 — это относительно новая ракета, пришедшая на смену H2. Она интересна тем, что может иметь разное число твердотопливных ускорителей и водородных двигателей. В этот раз была конфигурация H322S, 2 водородных двигателя, 2 твердотопливных ускорителя и буква S — укороченный обтекатель. Версия происшествия такая. При отделении обтекателя был поврежден адаптер, держащий спутник. Далее пошла лавина событий. Спутник наклонился и выпал, повредив магистраль подачи жидкого водорода. Это привело к падению давления в баке. Тяга второй ступени снизилась. Повторный запуск двигателя для выхода на круговую орбиту не удался. И через несколько часов ступень вернулась в атмосферу Земли, а спутник потерялся. Подобный случай был в 1992 году с китайской ракетой и спутником. На 48-й секунде полета головной обтекатель разрушился, спутник был сразу потерян, но сама ракета смогла успешно выйти на орбиту с обломками спутника на борту. Полет людей к Луне перенесен с февраля на март. Сначала на 2 суток перенесли предстартовую мокрую репетицию заправки с обратным отсчетом до запуска двигателей из-за неблагоприятных условий на мысе Канаверал. А во время самой репетиции возникли проблемы с заправкой ракеты СЛС. В результате сроки запуска первой пилотируемой миссии к Луне в 21 веке съехали на минимум март. Об этом объявил администратор НАСА Джаред Айзекман. Также он добавил, что помимо утечки топлива возникли некоторые проблемы на корабле «Орион». В прошлой миссии тоже были переносы из-за проблем с утечкой водорода. Их в итоге решили, и будем надеяться, что сейчас тоже решат. Водород — это сложное топливо, а СЛС — большая и сложная ракета, использующая технологии от программы Space Shuttle. Экипаж выпустили из карантина, который был начат за 2 недели до запуска. Ракету отвезут обратно в цех вертикальной сборки для решения возникших проблем,
а потом снова вернут на стартовый стол. Будем ждать. Немного о нашей команде. Мы — сообщество космоэнтузиастов. Ведем старейший канал на эту тему в Telegram. Нам нравится делиться новостями с вами. Все тексты и озвучку мы готовим самостоятельно. В прошлый раз вы оставили очень много теплых и полезных комментариев под роликом. Мы все читаем и работаем над исправлением недочетов. Микрофон скоро станет лучше. Оставьте комментарий под роликом, чтобы нас поддержать. Спасибо. А теперь возвращаемся к новостям. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. В конце января НАСА почтила память погибших астронавтов. Самая первая трагедия еще на Земле произошла 27 января 1967 года с лунной миссией Аполлон-1. Возникший пожар унес жизни 3 астронавтов. Следующая катастрофа с шаттлом Челленджер произошла 28 января 1986 года. На стартовой площадке был сильный мороз. Уплотнительные кольца ускорителей не были рассчитаны на такие условия и после запуска прогорели. Во время взлета огонь из прогара повредил крепление гигантского водородного бака, и тот мгновенно взорвался, уничтожив и корабль. Весь экипаж, состоящий из 7 человек, погиб. Полноценной системы спасения на шаттл поставить было нельзя. А 1 февраля 2003 года из-за повреждения теплозащиты шаттл «Колумбия» разрушился при входе в атмосферу. Не выжил никто. Это стало последним гвоздем в крышку гроба программы Space Shuttle. Все катастрофы космических кораблей, которые вспоминают День памяти, стоят в календаре рядом. Поэтому может быть и лучше, что СЛС перенесли подальше от этих дат. В прошлом выпуске мы упоминали про первый запуск людей в космос в этом году на суборбитальной ракете New Shepard. Но, как оказалось, этот запуск был и последним. Совершенно внезапно Blue Origin объявила об остановке программы минимум на 2 года в связи с направлением всех сил на Луну. И поэтому тратить время на аттракцион для туристов, которым по сути был New Shepard, нет смысла. В соцсетях уже вовсю выдвигают версии об истинных причинах решения. Есть версии, что во всем виновата убыточность программы. Другие версии склоняются к тому, что New Shepard был нужен как рекламная витрина успехов компании. И после запуска полноценной многоразовой большой ракеты New Glenn стал просто не нужен. Но самое интересное тут другое. Все это в итоге выглядит так, будто Джефф Безос со своей ракетой New Glenn и лунными модулями Blue Moon собирается всерьез ввязаться в лунную гонку и побороться с Илоном Маском и получить славу первой высадки людей на Луне в этом тысячелетии. А как дела у наших любимчиков SpaceX? Уже сейчас почти 10 тысяч спутников Starlink фиксируют звездными трекерами миллионы транзитов в сутки, что помогает избегать столкновений. Систему из роя спутников назвали Stargaze. Ее задача в автоматическом режиме делиться этими данными с другими операторами. Бесплатно. У роя спутников много способностей. А если их будет миллион? SpaceX подала заявку на создание орбитальных дата-центров. До миллиона спутников на высоте от 500 до 2000 километров. Аппараты будут использовать лазеры и старлинки для связи, питаться от солнечных батарей и не занимать много места на Земле. Такое количество, разумеется, не запустить без Starship, поэтому переместимся на Starbase. Там вовсю готовится Flight 12 и уже даже Flight 13. Бустер 19 перевезли на площадку в Месси и начали испытания. Если все пройдет успешно, то он выведет на орбиту корабль S-39. Starship S-40 выкатили за пределы Star Factory и перевезли в Mega Bay 2. Там на корабль установили диспенсер для спутников. Как мы видим, Starbase оживает после тихих декабря и января. Тогда в основном тестировали баки. Больше подробностей в нашем телеграме. И вновь вернемся к лунной программе. Космоблогер Скотт Мэнли недавно выпустил обзор по одной любопытной теме, и мы решили не отставать от него. Приступим. Интересный факт.
Несмотря на то, что Артемида-2 – это первый полет людей к Луне в этом веке, почти все технологии там из века прошлого, из программ Space Shuttle и даже Аполлон. Но есть и кое-что совершенно новое – полноценный туалет. В далеких 60-х астронавты при полете к Луне такой роскоши не имели. Они были вынуждены все делать на глазах своих товарищей в печально знаменитые аполлоновские пакеты. Их нужно было приклеивать к своей задней части и после наполнения добавлять реагент и разминать руками. Предки были героями. Новый лунный корабль Орион оборудован системой UWMS – Universal Waste Management System, или по-русски УСРО – универсальная система распределения отходов. Система оснащена всеми достижениями техники, а сам туалет представляет собой отдельную кабинку с дверью, что для космического корабля практически класс люкс. На Луну полетят в комфорте. Это был Space Week, космический обзор событий за 5-ю неделю года. Если хотите узнать больше, переходите в наш Telegram. Для развития канала, пожалуйста, поставьте ролику лайк и подпишитесь с колокольчиком. Также вы можете поддержать нас, перейдя по промо-ссылкам в описании канала. Спасибо вам и до встречи через неделю на Space Week.